данном видео вы увидите процесс установки гипсовой розетки из наборных элементов. Главным преимуществом использования наборных элементов является гибкость в размерах, так как из них собираются композиции абсолютно разных размеров, а также их можно комбинировать с другими цельнолитыми розетками на потолке или декорами на стенах. К каждой композиции нашими мастерами готовятся чертежи с подробной разметкой расположения элементов. Начинают установку с центральных элементов. От установленной цельнолитой розетки проводится ось, затем мастер приступает к разметке декоров. Начинающие мастера расчерчивают сетку на потолке и затем, соотносясь с чертежом, устанавливают элементы. Наши мастера обходятся без сетки, вручную отмечая все необходимые размеры, ориентируясь на чертеж. Работая с зеркально расположенными декорами, мастер отмечает одну сторону согласно чертежу, обводит декор. Затем, ориентируясь уже на разметку, отмечает симметрично крайние точки второй фигуры с обратной стороны. В первую очередь определяются все места декоров на потолке, и только после этого можно приступать к установке декоров. Еще одним способом работы с зеркально расположенными декорами является построение осей. Мастер, согласно чертежа, проводит ось и отмечает декоры на равном расстоянии относительно оси. Благодаря данному способу декоры располагаются максимально симметрично и ровно. При установке далеко расположенных элементов мастер отмечает одну сторону, затем, ориентируясь на отступы от центральной розетки, устанавливает касательные точки с обратной стороны и размечает деталь. Используя данный метод, мастер фиксирует места установки до середины розетки. От крайних точек в середине розетки проводятся оси и устанавливаются места центральных элементов. Затем от них, используя также оси, размечаются симметричные детали. В ходе работы мастера могут провести полную разметку, а затем приклеивать декоры, либо же фиксировать элементы по размеченной половине или четверти, зависит от методики установки. Перед монтажом мастерами наносится насечка на каждый элемент, также насечка наносится на потолок, аккуратно не выходя за области разметки декоров. Насечка увеличит адгезию, тем самым улучшая фиксацию декоров на потолке. Для небольших декоров клеевого состава достаточно, в то время как крупные цельнолитые элементы для надежности фиксируются шурупами или анкерами в зависимости от типа стен и потолков – бетон или гипсокартон. После того, как мастер закончил с насечкой, на места склейки декоров наносится грунтовка. Она также необходима для лучшей фиксации декоров. Для установки элементов мы всегда используем клей на гипсовой основе Forman 41. Все характеристики клея указаны на нашем сайте. Мастер наносит клей на каждый элемент и приступает к установке. Согласно контуров, декоры фиксируются на своих местах. Клей схватывается очень быстро, долго держать нет необходимости. Элемент за элементом мастер устанавливает композицию на потолке. Благодаря разметке этап установки проходит очень быстро, так как клей схватывается в течение 10 секунд и можно приступать к следующей детали. После фиксации всех элементов маленьким шпателем мастер убирает проступившие излишки клея по контуру деталей.
Затем мастера по доводке зашпатлюют и зашлифуют все стыки, доводя работу до идеала. После установки всех деталей на одной половине розетки можно приступать к разметке второй. Аналогично проводится ось и устанавливаются центральные элементы. Мастер отмеряет расстояние декоров с одной стороны и откладывает их с обратной, отмечая расположение декоров. Таким же образом отмечает все декоры с обратной стороны розетки. Фиксировать декоры можно и по частям. Установив расположение небольшого участка декоров, мастер наносит насечку, грунтовку и склеивает элементы. Затем, ориентируясь также на расположение элементов на готовой стороне, мастер размечает оставшиеся декоры, фиксируя крайние точки и отступы от осей. Когда разметка завершена, на места склейки декоров наносится насечка и грунтовка. Мастер фиксирует все декоры на гипсовый клей, убирая проступившие излишки. Декоративные элементы устанавливаются в сыром виде, так их проще сверлить при необходимости, а также клей схватывается лучше. Когда все изделия полностью просохнут, мастера по доводке зашпатлюют все швы и розетка будет готова к покраске. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии и задавайте интересующие вопросы. Посмотрите также другие наши видео, в которых мы делимся процессом работы и различными тонкостями изготовления силиконовых форм, гипсовых и полиуретановых изделий.